Наконец-то я нашла бюджетные, хорошие, укрывистые маркеры. Я рисую ими уже достаточно долго, и они меня полностью устраивают. Но, конечно же, без минусов не обошлось. Те, кто подписан на мой телеграм-канал, знают, как долго я искала хорошие маркеры. Конечно же, две первые покупки были неудачными. Сегодня мы рассмотрим четыре бренда. Это Матис от Малевич, Posca, хоть они и не бюджетные, Колард и набор от Artex. Сейчас я делаю выкраску маркерами от Малевича, и затем я буду сразу делать выкраску маркерами Posca, чтобы их сравнить. История покупки маркеров такая. Я купила первыми Колард из-за большого количества цветов. Уже практически на первом листе я поняла, что они неудачные. Чуть позже я расскажу, какие у них минусы. Дальше я купила маркеры от Artex, которые мне тоже не подошли. Совершенно отчаявшись купить хорошие бюджетные маркеры, я решила, что уже разорюсь на маркеры Posca, но куплю немного цветов, от цвета 4. Затем в моей группе в Телеграме подписчики мне подсказали, что есть маркеры от Малевича. Никто их не пробовал, но они существуют, и я подумала, что мне нужно их попробовать. Но я решила, что я поеду в магазин выбирать их, потому что там будет возможность их протестировать. Я приехала в Красный Карандаш. Там мне сказали, что таких маркеров они никогда вообще не видели. На их сайте продается только один маркер, белый. Другие цвета даже не представлены. Я купила 4 маркера Поско в магазине и поехала домой заказывать маркеры Малевича на Озоне. Но там тоже не вся палитра, которую вы сейчас видите на экране. Возможно, скоро они появятся во всех цветах в магазинах, но пока что купить можно только на Озоне. Когда я только сделала первые штрихи маркерами от Малевича и от маркерами от Поско, я поняла, что они совершенно одинаковые. Если не знать, какой маркер где, вы никогда не поймете, что они из разных наборов. По своим свойствам они практически идентичны, только Малевич стоит в 2 раза дешевле. Разное время высыхания. Малевич сохнет чуть дольше. На этом развороте я попробовала их впервые. Вот этот цветок бирюзово-оранжевый, на нем как раз очень хорошо видно, что они совершенно одинаковые по текстуре и укрывистости. Выглядят как маркеры из одного набора. Ощутимая разница есть только в белом цвете. Белый цвет от Малевича более водянистый. Чтобы добиться плотного покрытия, нужно проходиться 2 раза. Особенно на крафт-бумаге, на которой я рисую. Но иногда такая водянистость даже нужна. Например, для рисования вот этих жемчужин я сначала прошлась маркером от Малевича, а блики сделала маркером от Поско. Если вам нужен такой эффект прозрачности, то можно купить белый от Малевича. Единственный минус в маркерах от Малевича — это то, что они могут течь. Даже сама конструкция почему-то не вызывает доверия. Когда я только их принесла и сделала первые штрихи, я отвернулась буквально на минуту, чтобы взять новый лист, поворачиваюсь и оранжевый потек. Остальные маркеры еще ни разу не текли. Сам маркер имеет раскручивающуюся конструкцию, вероятно, для того, чтобы его можно было перезаправлять. Дальше я вам его раскрою и покажу, что внутри. Возможно, он течет как раз-таки из вот этого дополнительного валика. Когда я делала выкраску, маркеры Малевич немного пачкали мои руки. Теперь я держу все маркеры вот в таком пакете, и Поско тоже. Просто удобно, что они все вместе, чтобы они случайно не потекли. Соответственно, если вы любите рисовать где-то, вы любите взять маркеры с собой, нужно быть с ними аккуратными, либо пользоваться другими маркерами, например, Поско, потому что они выглядят достаточно надежно. И что касается сменных наконечников, которые Малевич идут с маркером, в самом маркере круглый наконечник, а дополнительный к нему квадратный. И это очень щедро со стороны Малевича давать нам дополнительные наконечники бесплатно в комплекте. Сейчас я поменяю в синем маркере наконечник на плоский, а круглый наконечник кину в воду для того, чтобы его помыть. Наконечники хорошо промываются, с него сходит краска, он становится более мягким, что говорит нам о том, что если ваш наконечник затвердел, вы можете его помыть, и краска будет посыпать лучше. Но я хотела помыть не этот наконечник, а белый наконечник Поско, потому что мне показалось, что он начал плохо писать, как будто бы он подсох. Пока я промывала наконечник, я решила попробовать, подойдет ли от Малевича в маркер Поско. Я поставила один из запасных наконечников, и, естественно, нужно было очень долго разработать, прежде чем подойдет краска. Но наконечник полностью подошел, то есть вы можете использовать эти наконечники для похожего размера маркеров, и все будет отлично работать. Далее я уже вставила родной наконечник от Поско, он стал лучше работать. Что интересного, в Поско наконечники с двух сторон круглые, то есть, в принципе, если ваш наконечник распушился, то вы можете его перевернуть, и другая сторона будет более гладкой. С Малевичем такого, скорее всего, не получится, у них разные концы. Я проведу еще один эксперимент. Те наконечники, которые я вытащила, я оставлю на воздухе засыхать. Сейчас они достаточно мокрые.
Когда они совершенно засохнут, я постараюсь их реанимировать, отмыть водой и вставить в маркер, посмотреть, насколько это работает. Кстати, они уже через 20 минут на воздухе стали совершенно каменными. О том, получилось ли их реанимировать, я расскажу в своем телеграме. Сейчас кратко расскажу о двух неудачных покупках и потом покажу скетчбук, где я использовала маркеры. Первые маркеры, которые я купила, были маркеры от Collard. Мне понравилось, что там было 20 цветов, и цена мне казалась не сильно большой для такого большого набора. Но вот чего я не знала, это что в Колларте ужасный наконечник, он пластиковый. Сразу могу сказать, никогда не берите пластиковые наконечники. Наконечник кисть, а такой как фетровый, любой другой, но не пластиковый. А все потому, что он просто царапает бумагу. Из-за его негибкости он не втирает цвет в бумагу, а разделяет с собой краску. Таким образом получается неоднородное покрытие. В целом по этим маркерам укрывистость у них хорошая, цвета красивые, все нравится, но на выкраске вы можете видеть, как особо густые краски как раз из-за этого пластикового наконечника ложатся неровно. Ими очень трудно закрывать большое пространство. Но вообще-то маленькое тоже ими трудно закрывать. Вот этот разворот я сделала, когда эти маркеры только пришли. Я очень намучилась с ними, особенно когда маркер еще не расписан, им вообще трудно закрыть даже небольшой кусок равномерно. Позже я поняла, как лучше работать этими маркерами. Они хороши для тонких линий и штрихов. Например, вот этого робота я штриховала серебристым металликом, а вот этого зайчика обводила для того, чтобы был акцент. Но я бы не назвала это приятным опытом. То краска совсем не идет, то слишком густо. Сначала я хотела сказать, что эти маркеры только для штриховки каких-то очень-очень мелких деталей, но иногда даже это ими делать сложно. Из плюсов в наборе два белых цвета. Я решила разобрать маркеры от Collard и посмотреть, что у него внутри. Возможно, я смогу как-то повлиять на подачу краски. Достается этот пластиковый наконечник очень легко. Я пыталась ставить туда от Малевича, но он слишком толстый. Возможно, если купить маленькие фетровые наконечники, то они туда подойдут. Но это не точно. А внутри оказался вот такой механизм сложный с пружиной. Возможно, из-за него как раз краска подается не так щедро, как хотелось бы. Ну и, конечно, все дело в наконечнике. Цвета в наборе хорошие, но пользоваться ими совершенно не хочется, особенно после того, как я использовала Малевич и Поско. Чтобы они не засохли, я, наверное, их просто вскрою и выможу кистью. Еще одни маркеры, с которыми мне не повезло, это маркеры от Artix. Я их очень ждала, когда пришла домой, начала делать первые пробы на бумаге, и они мне сразу не очень понравились, как будто бы они были блеклыми. Затем я дошла до черного цвета, и он совершенно меня разочаровал, потому что он был как будто бы не акриловый, а спиртовой маркер. Дальше меня ждал еще один сюрприз. Я взяла белый цвет, и его просто не оказалось. Я его как только не трясла, как только не нажимала на эту помпу, внимательно посмотрев на маркер, я поняла, что, скорее всего, он пустой. Вероятнее всего, это заводской брак, потому что вся коробка была чистая, никуда цвет не вытек. Я получала эти маркеры на Озон, и мне удалось их вернуть по браку. Можно сравнить выкраску. Мы видим, что цвета блеклые, и очень многие цвета полосят. Например, оранжевый, красный полосит, зеленый не такой плотный, черный вообще не похож на акриловый, больше как на спиртовой. И в целом цвета не такие яркие, как у Малевича. Возможно, мне просто попались бракованные маркеры, и они не такие на самом деле. Если у вас был такой набор, напишите мне в комментариях, насколько они плотные и насколько они яркие. Сейчас в своем скетчбуке я рисую маркерами от Малевича и от Поско, миксую их, и они выглядят совершенно равноценно. Вот на этом листе мы можем видеть сочетание бирюзового от Поско и оранжевого от Малевича, и выглядят они совершенно равнозначно, как будто это маркеры из одного набора. Я не взяла черный маркер от Малевича, мне тоже очень интересно, какой он будет, надеюсь, плотный и такой же хороший, как остальные цвета. Я бы хотела купить все доступные цвета от Малевича и вообще всю палитру. Я и так уже достаточно много денег потратила на свои исследования по маркерам. Скорее всего, пока я не выкрашу то, что у меня есть, обновлять маркер я пока не буду. Ну и надеюсь, полная палитра цветов от Малевича появится в продаже. Итог этого видео. Хотите яркие бюджетные маркеры, да еще и с дополнительным наконечником, берите Малевич, но помните о том, что их лучше держать в пакете.